Речь пойдет о системе распределения веса Stitch Frame от Stitch Profi. Данная система, разумеется, разрабатывалась не для страйкболистов, а для сотрудников спецподразделений, которым приходится длительное время носить средства индивидуальной бронезащиты, то есть бронеплиты в бронежилетах и чехлах для плит. Как вы понимаете, при использовании стандартных бронежилетов основная нагрузка идет на плечи и на спину, что не есть хорошо. Было бы намного комфортнее и безопаснее, если бы нагрузка была смещена на пояс. В последние несколько лет во всем мире пошла мода на различные каркасные системы распределения веса, которые были созданы для того, чтобы равномерно распределять вес по телу и сместить нагрузку с плеч и спины на пояс. Яркими примерами таких систем можно назвать STK SS от Crye, X-Frame от TYR Tactical и Ergo Performance System от Eagle Industries. Вживую лично я видел только решение от Crye, и оно действительно справляется со своей задачей и отлично распределяет вес. Однако у него есть два очевидных минуса, которые ограничивают возможность его использовать широким кругом пользователей. Это, конечно же, заоблачная цена и невозможность или ограниченная возможность установить на уже имеющийся бронежилет от других производителей. Чтобы вы понимали, вот такой комплект Crye AWS, который сейчас в кадре, обошелся с доставкой в Россию примерно в 90 тысяч рублей. Stitch Profi решили пойти по другому пути и разработали систему, которую можно точно установить на любые старые и новые бронежилеты и боевые пояса их производства, а также на большинство боевых поясов и бронежилетов от других производителей. При этом стоимость этой системы в сравнении с зарубежными аналогами очень и очень приятная. В розницу Stitch Frame стоит всего 3000 рублей. Система распределения веса от Stitch Profi состоит из двух частей. Верхней части, которая крепится за плечи и заднюю панель бронежилета, и нижней части с подвижной подушкой, которая крепится к боевому поясу. Внутри каждого элемента установлены жесткие пластиковые вставки, за счет которых и происходит перераспределение нагрузки. Устанавливается система очень быстро и просто. Покажу на примере относительно нового бронежилета Defense Mod 2 и боевого пояса Stitch Belt от Stitch Profi. Первым делом подгоняем настройку размера плитника с установленными плитами и боевой пояс под себя, чтобы потом не возиться с этим с уже установленной системой распределения веса. При этом примерно прикидываем, какое расстояние от бронежилета до боевого пояса должно остаться. Это расстояние нам пригодится для настройки системы. Снимаем с задней панели бронежилета климатическую подушку и смягчающие манжеты на плечевых лямках. С помощью велкро крепим верхнюю часть системы к бронежилету. С помощью велкро и строп крепим нижнюю часть системы с климатической подушкой к боевому поясу. Для надежной фиксации стропы следует пропускать в молли-ячейки. В нашем случае на боевом поясе есть велкро-панель, но если ее нет, фиксации на стропы будет достаточно. Далее с помощью велкро соединяем верхнюю и заднюю части системы, оставляя между поясом и бронежилетом нужное расстояние, которое вы запомнили, когда настраивали бронежилет и боевой пояс под себя. Возвращаем на место климатическую подушку на спинной панели плитника и можно пользоваться. Крепление спинного каркаса к подушке имеет некий запас хода, и если все правильно настроить, то система вообще никак не мешает движению. Если сравнить распределение веса плит с системой и без нее, то сразу понимаешь разницу, насколько удобнее, когда нагрузка смещается со спины и плеч на пояс. Естественно, есть нюансы, при которых система будет работать лучше или хуже. Если у вашего бронежилета нет велкро креплений на спинной части, то систему можно закрепить, используя только велкро на плечах. Система тоже будет работать, но возможно не так хорошо, как при полной фиксации за спинную панель. С поясами, у которых нет крепления на велкро, систему можно установить, используя только стропы. При этом какой-то разницы в надежности крепления лично мной замечено не было. Однако с жесткими поясами система работает заметно лучше, чем с мягкими, что в целом логично. Например, на старый мягкий боевой пояс от Stitch Profi систему также можно установить, но это не будет так же удобно, как при использовании с жестким поясом Stitch Belt. Очевидно, что при использовании системы боевой пояс следует плотно фиксировать на теле. Если он будет на вас болтаться, то вместо смещения нагрузки со спины и плечей вы только ее добавите за счет веса вашего пояса. Дополнительным приятным моментом является возможность отказаться от использования подтяжек и лямок на поясе. При использовании Stitch Frame они становятся не нужны, пояс и без них не смещается ни вниз, ни в стороны.
Система Stitch Frame стоит не намного дороже хороших плечевых лямок. И если использовать боевой пояс в сочетании с плитником, то сейчас лично я бы предпочел приобрести эту систему вместо лямок. На практике эта система была протестирована Екатеринбургским СОБР на тренировках во время подготовки к соревнованиям. И, насколько я знаю, отзывы крайне положительные. Кстати, система Stitch Frame защищается патентным правом, так что желающих ее скопировать гарантированно ждут судебные иски. Ссылку на систему я оставил в описании к этому видео. А у меня на этом все, с вами был Евгеньевич. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал. До скорого!